Я была изгоем, и меня называли шлюхой, как только не называли. Да, так его, да! Еще поддай жарку! Старые перечницы, чего вы все бегаете, прыгаете, ведете себя как идиотки? Уже займитесь своим делом. Воспитывайте детей, устройтесь на нормальную работу. Вам много лет. Какая-то недосказанность, недолайканность, недолюбленность. Столько какой-то обиды и боли появилась вдруг. Ты даже порой уже думаешь, да куда же еще лучше-то, мама? Мама! Вы всех не закроете, не убьете, не казните. Я буду служить. Только, дружите со мной, пожалуйста. Ты под них прогнулась, получается? Добро пожаловать в клуб. Ну что, тебя тоже затравили? Скажи, Гордеевой, скажи. Да, очень сложная сцена в начале второго акта. Прям, по-настоящему сложная. Мне кажется, что я все-таки умру когда-нибудь во время нее. Почему? Задохнусь или захлебнусь слюной. Но она сложная, она быстрая. Ради этой сцены... Вообще, ради того, чтобы я здесь осталась, мне пришлось проделать некие усилия над собой. Благодаря, конечно, Александру Александровичу, потому что, конечно, я пришла сюда абсолютно неподготовленная. Это профессия большая, очень серьезная. Люди учатся на нее много лет. Победа! Не отстал. Андрей. Не Андрей. Всех уложил. Всех. Всех до одного. В одну братскую могилу. Никаких у меня планов на театр не было, скажу честно. Однажды я пришла поступать, на разговор с ректором школы-студии МХАТ вообще на перспективу того, могу ли я стать драматической актрисой. Мне было 30 лет, на что он мне очень здраво ответил. Говорит, вот смотрите, вам сейчас 30, вы закончите, вы будете учиться. Это у нас нет там вечерки или заочки. Вы будете учиться с 16-летними студентами и студентками. И когда вы окончите, дай бог, вам будет 35. То есть вы будете начинающей, театральной, никому неизвестной театральной актрисой. У вас есть это время? Я сказала, у меня этого времени нет. Он говорит, тогда идите и зарабатывайте деньги. И оказался прав. У вас есть какая-то рабочая сторона? Нет. Нерабочая сторона? 2 нерабочие. 2 декретные стороны у меня. Декретные. Отпускные? Отпускные, да. Хорошо, с этими отпускными сторонами нам нужно выбрать цвет. Студия? Студии, да. Черный. Я хочу, чтобы я полностью слилась с студией и просто договорилась с одной головой. Такого же не было еще. Да нет, конечно, выбирай. Какой Не-не-не, выбирай сама. Серый. Серый. Это потрясающе. Что ты помнишь из своего 7-летнего опыта жизни в Германии? Ты знаешь, я помню школу. Было круто. Ты знаешь, я не могу сказать, что это какие-то совершенно неповторимые воспоминания и годы жизни там. Было очень беззаботно. Поскольку я росла в абсолютно беззаботной истории, я не знала, как можно по-другому. И поэтому, когда я вернулась в Россию, в Москву, я поняла, как можно по-другому. Но вы жили в ГДР, потому что отец там служил. Да. Я была в очень детском возрасте однажды в ГДР. И я тогда обалдела от того, что там
Почему-то меня потрясли, знаешь, такие там были конфетки с собачкой, и ты на нее нажимала, а из нее изо рта вылезала Конфетка тоже, вот это вот, да? Такая таблеточка. таблеточка сладкая Да. такая, да. Они были клубничные еще и Ты ванильные. понимаешь, там все это было, и у меня совершенно не было в этом никакой потребности, потому что все это есть. И ты как бы в этом растешь, и хочешь ананас, хочешь вот такой вот мороженое, там, замороженный лед, хочешь вот такую жвачку, хочешь вот такую резинку. И как бы ты как бы в этом, и нет никакой необходимости, чтобы ты этого хотела больше, больше, больше. Никто же не знал, что вот так повернется жизнь. А когда ты приезжаешь уже в другое место, где этого нет вообще, даже близко, и пройдет какое-то время, когда это появится, ты как бы еще, будучи ребенком, не совсем вообще понимаешь, что ты сейчас будешь чуть-чуть в другой истории расти. В каком году вы вернулись в Россию? 91-й. Это была трагедия для семьи? А для родителей, конечно, это было все очень непросто. Потому что и врачи, давай так, даже если это ГДР, зарабатывают там по-другому. И мама, как будучи медицинским работником, приехала в Россию и сразу стала очень мало зарабатывать. При этом работа была адски сложная. Ходить по участку, на вызовы, это все очень непросто. И папа... Он в каком был звании? Полковник. Он пошел в Генштаб служить, работать, и тоже, конечно, это были совсем другие деньги. А потом, тоже ни для кого не секрет, я это не скрываю, мы вложились в МММ, то есть те деньги, которые мы накопили там, мы их перевели в рубли и вложили в МММ. Что из этого ты понимала тогда уже, а что из этого ты осознала уже потом, когда выросла? Ты знаешь, у меня была другая история. Если у родителей им было важно быстро освоиться, быстро понять, что происходит в семье с финансовой точки зрения, то у меня была немножко другая задача. Мне надо было вообще понять, как освоиться в школе. То есть в Германии у тебя этих проблем не было? Абсолютно. Я вообще не понимала, как ребенок, что вообще с этим можно столкнуться, что кто-то с тобой не дружит, кто-то с тобой не разговаривает, кто-то тебя обижает. Не было такого. Мы ходили в школу, девочка, которая жила по соседству, вдвоем, как дети, шли по Венсдорфу. Там недалеко был наш дом от школы. И огромное количество детей шли вместе с нами, потому что все со всего города собирались дети и шли в школу, взрослые. То есть это была немецкая школа? Нет, это была школа русская. Это были русские дети, которые... Русская при посольстве школа? Да. Угу. А здесь меня провожали, во-первых, родители в школу, хотя школа была минута идти, потому что опасно. Нельзя было выходить гулять во двор, потому что опасно. Здесь мы жили в Коньково. До сих пор там мама живет. Не самая дыра. Так, давай так. Тропаревский маньяк был? Был. Был. В Узком маньяк был? Был. В Беляево маньяк был? Был. Мы жили ровно посередине, и вокруг нас были маньяки в 90-е, которых пытались поймать. Нельзя было спокойно гулять, потому что это опасно. И мне, конечно, с этим было сложно. Я вдруг поняла, что у меня просто нет друзей. А школа? Первое, что мне сказали, когда учительница меня представила к классу, как это обычно, вот познакомьтесь, это Катя Варнава. Во-первых, моя фамилия почему-то вызвала какой-то неприятный шепоток. Вот это я очень хорошо запомнила. Она к нам приехала из Германии. Тут же, за секунду, ребенок, мой ровесник, где-то с задней парты, тут же сказал слово «фашистка». Ребенок. Другому ребенку. На весь класс. Учительница это проигнорировала, сделала вид, что этого нет. Но я это очень четко услышала. И все, и потом ты должен сесть в классе, найти свое место. От тебя так как-то небрежно отодвигается мальчик или девочка, который будет сидеть рядом, сосед по парте. И на тот момент я не понимала, то есть думаю, мне надо просто подружиться. Просто сейчас должно пройти какое-то время, мне надо подружиться. Потому что я говорю, там детский сад, не было проблем, школа, не было проблем, музыкальная школа, не было проблем, какая-то театральная студия, не было проблем. Не было проблем. А тут, помимо того, что я достаточно активная, мне нравится принимать участие в различных праздниках, в организации чего-либо, какие-то утренники и так далее. Я всегда была очень активным ребенком, мне никогда с этим не было проблем. Как мне казалось. А оказалось, что есть. Они тебя били? Были инциденты, когда били. За что? За сопротивление. За то, что не разрешала себя оскорблять. За то, что пытались отнимать вещи, а я не отдавала. Соответственно, получала за это. А твои братья, они учились в этой школе? Средний брат учился в этой школе. Он мог за тебя вступиться? Я никому ничего не рассказывала.
Почему? Однажды я сказала, когда я уже устала просто. Я, вот, честно, прям задолбалась с этим бороться. Я вообще не понимала, против чего я борюсь. Уже проще, чтобы со мной просто вообще никто не разговаривал. Я просто буду приходить в школу, учиться до определенного часа и возвращаться домой. И там дальше ездить на танцы, ходить в музыкальную школу, чтобы так было. Но один раз я пришла очень вымученная, замученная, заплаканная. Измазали мой рюкзак, который мама выкупила за... по тем меркам немаленькие деньги у соседки-форсовщицы, которая привезла его из Турции, его измазали говном. Отняли у меня. И я, конечно, была очень расстроена, и я плакала. И Ни хрена себе расстроена. И брат, потому что мне казалось, что меня за это, конечно, отругают, что я настолько пренебрежительно отнеслась к дорогой вещи, а я просто, это был очень красивый сиреневого цвета рюкзак. И я пришла домой заплаканной, и брат спросил, в чем дело. А брат, на самом деле, на районе пользовался таким авторитетом и был очень популярным. И я сказала о том, что меня обижают. Показала рюкзак, он сказал, разберемся. И разобрался. Что он сделал? А он просто знал старшеклассников из этой школы и сказал, что не надо ее трогать. Будете трогать, будем говорить иначе. Он никого, конечно, не трогал, не бил. Но он предупредил ребят, взрослых, чтобы... А подожди, а сделали это взрослые? Взрослые. Это сделали взрослые. То есть это травля, которая распространилась от твоего класса вверх по всей школе? Да, я была не единственным учеником-ученицей, которого... травля, ненавижу слово. А что это? Который так или иначе периодически был жертвой такого отношения со стороны других детей и подростков. То есть я видела, как в кругу мальчика перекидывали, били об батарею головой. И это тоже было ужасно. И никто не мог вступиться, и все стояли, только хлопали, кричали. Как учителя? это обычно бывает. Учителя, конечно, когда увидели, это все разогнали. Но это, понимаешь, это перемена, там происходит какой-то бедлам, все бегают, прыгают, что-то. Но это такие вещи, которые просто остались в моей памяти. И тоже был очень неприятный момент, когда уже мы были старшеклассниками, когда мальчик, которому я отказала в прогулке, зашел в туалет, где все курили, ребята, и сказал, что он воспользовался мной и бросил меня, хотя этого не было. То есть он соврал, и какое-то количество времени тоже я была изгоем, и меня называли шлюхой, как только не называли. Просто потому, что я не согласилась погулять с мальчиком. Подожди, а ты пыталась поговорить с родителями, чтобы, например, тебя перевели в другую школу? Не было возможности перевести меня в другую школу. У родителей было огромное количество проблем, которые надо было решать. Я с тем, что я не могу найти друзей, и с тем, что у меня плохо получается коммуницировать с другими детьми, это не самая сложная и глобальная проблема. Я справилась в любом случае. То есть я думаю, что моя мама, зная своего ребенка, понимала, что есть вещи, которые я могу потянуть, а если не смогу, я приду и об этом скажу. Я справилась. Ты себя не жалеешь, оглядываясь назад? Нет, я очень злюсь до сих пор. На себя? На них я очень злюсь. На них на кого? На тех детей? На всех тех детей, да. На родителей не злишься? Нет, ни в коем случае. Родители делали все возможное и невозможное, чтобы я, помимо школы, занималась музыкой, занималась танцами. Бальные танцы стоили огромных денег. Дополнительные занятия, то есть они меня максимально загрузили какими-то еще... Вне школы, чтобы... Да, вне школы какими-то увлечениями, какими-то хобби, чтобы я параллельно развивалась. Я им очень за это благодарна, потому что все то, что они для меня сделали, то, что они в меня вложили, это до сих пор, по сей день, очень сильно мне пригодилось и будет пригождаться. Это главное. Если бы ты могла себе той дать совет, что бы ты себе сказала? Надо было быть более смелой, конечно. Был момент, когда я, конечно, очень сильно замкнулась, и мне хотелось нравиться. Это, знаешь, это, конечно, такая иллюзия того, что если ты будешь для всех хороший, и если ты будешь всем угождать, я тоже с этим даже по сей день борюсь. То есть ты под них прогнулась, получается, немного? В какой-то момент. Я слишком поздно для себя поняла уже в старших классах, что нет. Это вообще просто трата времени. Я потратила какое-то время для того, чтобы просто произвести на них положительные впечатления и всем своим поведением и видом показать, что я хороший друг, я отзывчивая, я ответственная, я буду, Я буду служить. Я буду служить. Только, дружите со мной, пожалуйста. Думала я, что это вообще
И вот такая идея. А потом слишком поздно поняла, что вообще так не работает. Для меня лично, что меня это просто еще больше злит. Но еще раз тебе говорю, я не была единственным изгоем в школе. Нет. Были и другие девочки, и мальчики. Просто как бы, поскольку ты мне этот вопрос задаешь, я рассказываю про свою историю. Есть истории куда хуже. Меня загрузили, и мне как бы не было времени особо об этом думать и это анализировать. Я занималась тем, у меня были конкурсы по бальным танцам, у меня были какие-то экзамены по музыке. Мне было нормально. На самом деле я переключалась, я до сих пор переключаюсь. Вот если тут что-то плохо, у меня раз есть какая-то другая... Но это выученная реакция на боль. Ну, знаешь, вот так работает. Мне пока помогают. Если ты меня спросишь, хожу ли я к психологу, не хожу. Сейчас об очень важной и очень личной для меня истории. Мне было 10 лет, и каждый день по пути в школу и обратно я видела, как во дворе соседней школы здоровые парни, кстати, я их знала, избивали одного мелкого. Его я тоже знала. Мальчика звали Руслан, его называли грязным. Вытаскивали из портфеля, измазывали в грязи его учебники, рвали на кусочки тетради, потом выворачивали карманы и забирали из них мелочь, если она была. Руслан сидел на корточках и собирал грязные тетради и книжки, а мне было просто страшно вступиться за него. Как-то я все-таки подошла к учителю физкультуры и рассказала об увиденном, но он сухо ответил: «Мальчишки сами разберутся». Однажды я подошла к Руслану и попробовала ему помочь, но он сказал: «Уйди, если они увидят, мне же хуже будет». Они, кстати, увидели, стали смеяться, но время уроков приближалось, и они убежали. И в тот раз при мне Руслана не тронули, а больше я их на прежнем месте никогда не видела. Я не знаю, что стало с Русланом, выжил ли он и каким стал, если выжил. Я стараюсь пореже вспоминать эту историю, потому что мне стыдно, что я ничего не сделала. Хотя, по правде сказать, я понятия не имела, что делать. Подростковая травля – проблема гораздо более широкого масштаба, чем думают многие люди. Каждый третий подросток в российских школах сталкивается с буллингом. И часто это приводит к крайне печальным последствиям. В моей истории буллинг был очевиден, но сегодня далеко не всегда мы понимаем, какой след могут оставить на ребенке систематические обидные комментарии даже в форме шуток. Причины для буллинга бывают разные. И по данным исследований Head & Shoulders, перхоть и жирные волосы в топе трудностей у подростков в переходном возрасте. При этом подростки с перхотью в 2 раза чаще подвергаются издевательствам со стороны сверстников. Совместно с «Пятерочкой» и программой «Травли нет» Head & Shoulders запустил социальную кампанию. Ее суть очень простая. Часть средств от покупки шампуней Head & Shoulders в «Пятерочке» идут на поддержку работы горячей линии помощи подросткам, родителям и учителям. Эта горячая линия Head & Shoulders была создана в партнерстве с экспертами по вопросам буллинга «Травли нет РФ». По ссылке в описании все подробности кампании и полезные материалы, антибуллинговая хартия и алгоритм действий, если вашего ребенка травят в школе. А вот тут телефон горячей линии. Покупайте Head & Shoulders в «Пятерочке» и поддержите эту важную социальную кампанию. Мы с тобой вчера встречались после спектакля. Сегодня у нас встреча была в 8:30 утра. Я опоздала на 10 минут. Хорошо. Во сколько ты встаешь, Катя, обычно? Я встала в 6. В 6. Сколько ты спала? Легла в 3. Я сплю мало сейчас. Уже, наверное, 5-й день я сплю по 3-4 часа, не больше. Почему? Ты знаешь, я нахожусь в каком-то таком... Меня как триггерит, если можно так сказать. Я очень плохо сплю, потому что 6 октября премьера в Крейве. Огромное количество текста, который надо знать. Огромное количество хореографий, которые надо все время прогонять в голове, потому что нет возможности там по 11 часов репетировать. Вот. И ты все время об этом ходишь, думаешь. Ты ложишься спать вроде как, потому что дико устал, и у тебя тело гудит от того, что ты все время находишься в напряжении. И не можешь. Такое состояние, когда, знаешь, ты так сильно хочешь спать, что из-за этого не можешь уснуть. У меня бывают такие состояния. Прямо однажды это превратилось в какую-то бессонницу патологическую. Но вот сейчас вот какой 5-й день пошел. Но я чувствую себя прекрасно. Да? Вообще.
А у тебя после этого не бывает депрессии? У меня даже нет возможности остановиться и вот так вот осознать, что я сейчас что-то делаю не так, или что я эмоционально вымотана настолько, или что мне ничего не хочется, мне все время надо что-то делать. Я видела твой график, поскольку мы долго договаривались об интервью, я видела твой график и на июль, и на август, и на сентябрь. Вот на октябрь еще не видела. Но я думаю, что там не сильно отличается. И есть ощущение, что эта привычка забить свой график до отказа, чтобы не было возможности на какую-то сложную другую эмоцию, она у тебя осталась. Это абсолютно точно. Видишь, я даже не скрываю этого. Максимально себя занять. Всем. А о чем ты боишься думать? Я боюсь думать о том, что у меня нет семьи такой моей. Я боюсь думать о том, что я, наверное, не актуальна на сегодняшний день и что-то делаю неправильно. Вот. Я о многих вещах боюсь думать. Я боюсь думать о том, нравится жить мне в этой стране или нет, или все-таки мне было бы комфортно где-то в другом месте, хотя это моя родина. Вот. О многих вещах я боюсь думать. Когда ты последний раз плакала? Я редко плачу, сразу говорю. Очень. Ты кремень или просто ты себе не позволяешь? Почему-то не позволяю себе плакать. Я даже от усталости... я плакала вчера на спектакле. Искренне, по-настоящему. Ну, подожди, это все-таки ты на сцене плакала. И за сценой я тоже плакала. Вот с первых минут первого акта заплакала. Может быть, от усталости, может быть, от недосыпа, может быть, от того, что я так быстро сразу вошла в это состояние. Сразу заплакала. И как-то так после этого, знаешь, как ты отыграл спектакль, мы с тобой поговорили, приезжаешь домой и находишься в состоянии такого маленького ребенка, который отплакался и который в этот момент засыпает. И я вот с таким ощущением уснула. Остап тут же отвязал от его седла шелковый шнур, который возил с собой к оружию для вязания пленных, и этим же шнуром связал его по рукам и ногам. Другой конец веревки Остап привязал к своему седлу и потащил Остап Харунжева через все поле, забивая свой подвиг горилкой. Что? Почувствовали ляхи, сука, что дело становится слишком жарко? Отступили! Перебежали поле! А там на другой стороне его ляжский полковник махнул, и 4 свежих сотни ляхов грянули картечью в казацкие кучи! Мне позвонил Константин Юрьевич Богомолов накануне Нового года, назначил встречу после Нового года. Вот мы встретились, и все, вот, вся эта вечерняя беседа закончилась вот этой вот гримеркой на Яузе. Но до этого ты сходила на пару спектаклей Богомолова. Не на пару. Вообще так получилось, что он об этом, конечно, не знает, но я оказалась его фанаткой. А на какой спектакль Богомолова ты пришла, что «Идеальный тебя так муж». ставило? Следующий спектакль «Три мушкетера» я пошла, потом «Три сестры», и пошло-поехало. Ну, просто я увидела для себя немного другой театр. Вот не такой, в общем понимании, театр, к которому, допустим, меня там приучили в школе или там в студенчестве. Не про такой театр мне рассказывали родители. Для меня вот само понятие театр, благодаря определенному количеству спектаклей Константина Юрьевича, открылся с другой стороны. Я увидела, что он может быть очень смелый, очень дерзкий, очень актуальный, очень открытый, и даже какая-то совсем художественная литература, такая уже классика, может интерпретирована быть совершенно иначе, что мне дико понравилось. Вот. То есть, подожди, ты в Тараса Бульбу попала не через Молочникова, а через Богомолова. А через Богомолова? Да, встретился со мной. Говорит, что вот будет замечательный спектакль Александры Денисовой «Бэтмен против Брежнева». Я бы очень хотела тебя попробовать там в роли женщины-кошки. Вот, надо прийти на встречу, поговорить. И говорит, Александр Молочников сейчас делает «Бульба-пир». Вот, мне бы очень хотелось, говорит, вы знакомы? Я говорю, нет, мы не знакомы. Говорит, вам надо обязательно познакомиться. Мне почему-то кажется, что вас туда можно пристроить. Дерево вы там сыграете, птицу, но у вас какая-то такая энергетика странная. Мне кажется, вы там можете прижиться. Я пришла, не прижилась сразу. Он даже не послушал, он меня увидел. Я посмотрела 1,5 часа первого акта, они только-только его собрали, вот прям в какой-то аудитории мы сидели здесь же на Яузе. Вот, я была как бы ошеломлена тем, что увидела, потому что я вообще за другим шла. Мне казалось, что молодой режиссер, современный, сейчас начнется, а вы, Пушкин. Вот это вот все, зеленое яблоко. Думаю, сейчас, наверное, будет что-то. Потому что я не видела ни одного спектакля Александра Александровича.
И вот пришла, посмотрела, поняла, что это не просто тот спектакль, в который бы я хотела играть, и я должна просто там играть. И буквально через 1,5 часа он меня в этом переубедил и сказал: вы не подходите, идите. Ну вот. А там уже закрутилось, понеслось. Пандемия, все одно на другое. Проект «Танцы со звездами», он там тоже участвовал. Ну, и, в общем, как-то он на меня посмотрел другими глазами, и я на него посмотрела. То есть ты через постель попала на сцену? Получается, что так. А я даже этого не скрываю. Ну, что скрывать? Ну, понимаешь, не самый худший вариант. Это очень необычный. Ладно, если бы я тут играла какую-то приму. Конечно, нет. Ты видишь, во что он меня превратил в этом спектакле? Заревели испуганные быки, поворотили прямо на казацкие таборы, переломали вазы и многих перетоптали, но Тарас, в это время вырвавшись из засады со своим полком, с криком бросился на переймы. «Давай! Давай!» Поворотило назад все бешеное стадо и метнулось прямо на ляжской полке, опрокинула конницу. Все смело и всех рассыпало. Спасибо вам, Вале! Служили с походную службу, теперь и военную сослужили. Вопил уже хмельной Тарас Бульба. Много тогда перебили врагов, многие показали себя. Ты занималась речью, чтобы произнести этот монолог? Я тренировала речь, потому что, видишь, я балаболка, у меня вот, и мне не всегда получается. Иногда я заговариваюсь, иногда у меня не хватает дыхания, иногда у меня копится такое количество слюней во рту, что я не понимаю, что с ней сделать. Сплюнуть, проглотить, дальше сказать и так далее. А я вот не поняла, то есть ты играешь там собаку, которая потом трансформируется в рассказчика и рассказывает, в общем, одну из там важных сцен. Основная роль это по сути, женщина настолько загнобленная обществом, своим мужчиной, вообще системой, что единственное, что, по сути, ей помогает оставаться живой во всем этом, это просто превратиться в собаку, которая будет при муже, будет ждать своих детей. Вот. А когда дети приходят, это единственное, за что она, по сути, держится. Она вроде как возвращается в образ матери, потому что есть ради кого жить. А когда отец отправляет их на войну, она понимает, что если сейчас они уйдут, она обязательно умрет. И дело не в том, что она хватается за свою жизнь, она хватается за то единственное светлое, что есть в ее жизни. Ну, это не просто, правда, играть такую женщину. В какой момент ты поняла, что получилось? Я до сих пор не понимаю, получилось это или нет. И до сих пор не понимаю, выходя на сцену, получается... Это вообще такой живой спектакль, что каждый раз... Он, знаешь, он как бы... А я слышу, там в коридоре сказали, сегодня, говорит, хорошо сыграли. Ну, вот он каждый раз, и тут одно цепляется за другое. Тут совершенно невозможно быть какой-то, знаешь, самостоятельной единицей. Ты вроде как бы играешь отведенную тебе роль, но ты очень сильно зависишь от общего какого-то дыхания этого спектакля. Дело в том, что я каждый спектакль с начала первого акта сажусь в кулисе, сижу и от начала до конца слушаю. То есть я не хожу, там, не курю, не там, на улице прогуливаюсь, потому что практически там 45 минут, час до того момента, как мы выходим. Я каждый спектакль сижу и слушаю в кулисе других актеров. Сегодня вот мы с Гейлой шли сейчас в кулисе, он говорит, сегодня как-то было совершенно особенно. Я говорю, ты знаешь, вот я с самого начала села, вышел Леня Тележинский, вышел Гела Месхи, вот наши Меркурбанов и Вертков стали считать раз, два, и у меня вот сразу полились слезы. Сразу. Вот я не знаю, от чего это. Вот, просто это во мне происходит. А может не произойти. И это самое страшное. Что теперь будет в театре у тебя? Еще? Александр Александрович Молочников. Не зря же я. Ставит новый спектакль. И если все будет хорошо, я тоже в нем, так сказать, проявлю себя благодаря ему. Тяжело об этом говорить, потому что мы только репетируем, и я оказалась скандалисткой. Видишь, я оказалась скандалисткой. То есть ты вот эта скандальная актриса, которая выкручивает руки режиссеру? Я не то, что истерю, я просто все время задаю вопросы. А вот это почему так? А вот это? Я просто хочу понять. Понимаешь, мне надо очень быстро наверстывать, соответственно, у меня вопросы все копятся, потому что приходят профессионалы, я на них смотрю, думаю, а вот это как сделать? А вот здесь? А если... Я просто не понимаю, почему я должна... И он мне просто говорит, ты можешь просто сделать. А я не могу просто сделать, потому что я как бы этому не училась. И, соответственно, коса на камень. И Но дома вообще... что? А дома все прекрасно. Да ладно. Ну, так мы к этому пришли. Не сразу, но пришли.
Мы обсуждаем работу дома, безусловно, но уже ни в коем случае не в негативном контексте, потому что это... Ну как, я хочу, чтобы эти отношения какое-то время продлились. Зачем же? А что ты меня спрашиваешь про отношения? Вот ты, между прочим, у тебя тоже не самые простые отношения. Давай так. У тебя тоже человек, по сути, одной профессии с тобой. И как вы уживаетесь? Мы не разговариваем дома о работе. Вот видишь? Ты И сама не себе- дома тоже. А, то есть вообще не разговариваете о работе? Но он смотрит то, что ты делаешь? Мне кажется, Молочников тоже не смотрит, что я делаю. Он один раз посмотрел Comedy Woman и сказал, что ну такое. Да. А я посмотрела все его спектакли и сказала, что это потрясающе. Ну, потому что это правда потрясающе. Вот видишь. Но я считаю, что Comedy Woman – это тоже круто. Ему Comedy Woman не понравилось? Ему не понравилась отведенная мне роль там. Говорит, ты кричишь не своим голосом, хриплым голосом птицы. Вот, ему я такая не нравлюсь. А тут сейчас, когда ты собакой гавкаешь, ему нравится. Ну, слушай, он эту роль, по сути, делал... Под тебя? Нет, вот Саша Виноградова, девочка, с которой мы в дубле, прекрасная актриса, Малой Бронной, она совершенно потрясающе играет эту роль. То есть, по сути, я вообще эту роль увидела со стороны благодаря ей, потому что мы как бы менялись на репетициях и поняла, что он написал гениальную роль. У меня, знаешь, вот когда мне было так сложно физически, клянусь, мне было так сложно. У меня были ободраны все руки, ноги. Я параллельно еще, там, у меня корпоративная деятельность. Я выхожу в каких-то там откровенных нарядах, на каблуках. Вся покоцанная, вся какая-то побитая. Ну, просто заморашкой выхожу вести какие-то торжественные мероприятия. У людей юбилей, дни рождения, свадьбы. А у них просто вот ведущая такая чуть-чуть перекошенная из театра бежит. Вот. И мне казалось, что, конечно, это все чудовищно, и с этим невозможно справиться. Но поскольку я была так заражена этой идеей, поскольку я увидела, что эта роль вообще происходит, я просто не могла это не сделать. А ты понимаешь, что если ты с головой уйдешь в театр, то никаких корпоративов? Я никогда не уйду в театр. Кому же я нужна с головой в театре? Мне кажется, это такая тоже грань, которую надо... Это, знаешь, такая коллаборация. Мы вот один спектакль сделали, я, возможно, поучаствую еще в одном спектакле. Но такое количество актрис прекрасных. Вот. Чего же все время брать на какую-то роль не актрису? Зачем? Я слышала истории про то, что когда у тебя начинается выгорание или там усталость какая-то большая, ты берешь свою собаку, которую называют... Биркин. Да, по имени Которую называют Сумки, сумкой. Которую называют сумкой, да. И вы идете куда-то на 4 часа гулять в парк. Это правда? Да. Да, когда есть такая возможность, я это делаю. То есть ты в состоянии 4 часа провести одна, без телефона, без людей? Ты знаешь, без телефона вообще нет никакой проблемы мне провести. Вот у меня репетиции, я очень жестко отношусь к тому, чтобы люди отвлекались на что-то во время того, как они там погружены в какой-то процесс. И я просто не беру телефон. Вот если мне там огромное количество людей пишут, но это самое классное, когда ты 4 часа не подходишь к телефону, и у тебя там 200 сообщений в WhatsApp или в Телеграме, потому что ты никому не отвечаешь, они копятся. Я вот так же тебе там ответила через неделю, потому что я просто дошла до твоего сообщения. Вот, и очень классно. Вообще тебя ничего не беспокоит, и ты абсолютно погружен в работу. Нет вот этого бесконечного, тут надо отправить, здесь надо перезвонить, здесь надо... Подождут, ничего страшного. Раньше у меня такого не было, я сейчас научилась. Вот я хотела сказать, да, это по идее со временем пришло. Да, раньше я все время ходила с телефоном и говорила, извините, пожалуйста, извините. Это на самом деле раздражает ужасно. Вот представляешь, вот мы сейчас шли, и я бы все время была угу, и вот так вот с тобой разговаривала. Но это же просто бесит. Но при этом большая часть твоей узнаваемости, наверное, да, она сейчас связана с вот этими девайсами. Ну что такое узнаваемость? Но это конвертируется обычно в деньги. Безусловно. И, безусловно, в моей жизни такое понятие, как узнаваемость, присутствует. Причем тоже со временем я могу даже ходить в очках или в маске, и меня все равно узнают. Это уже тоже, знаешь, такое какое-то народное признание, я считаю. Но помимо того, что я 15 лет все равно проработала на телевидении, на ТНТ, но все равно меня так или иначе ассоциируют исключительно с пластическими операциями. Поэтому как бы большинство людей, что бы я ни делала, где бы я не выпускала какой-то новый проект, где бы я ни участвовала, люди все равно меня ассоциируют с тем, что это она себя переделала. Вот и все. Но я нормально к этому отношусь, я не переживаю.
Не, подожди, ты же переделала, ты же довольна, я так понимаю, собой. Безумно, безумно. Поэтому я и не переживаю. О чем ты переживаешь, кроме предстоящей премьеры? Вот что тебя может заставить на 4 часа уйти из дома и молчать? Единственное, что меня на сегодняшний день может выбить из нормального моего состояния, такого нормально-агрессивного рабочего состояния, это если что-то с мамой. Вот у меня в апреле тоже был такой сложный график рабочий, и мама заболела. И это меня, конечно, дико выбило. На месяц я просто не могла вообще собрать себя, не могла нормально работать. То есть надо все равно продолжать там снимать какие-то рекламы, вроде как продолжать развлекать людей, а невозможно. То есть ты внутренне понимаешь, что что-то там происходит, и ты должна быть там, а не здесь сейчас. И я вот, к сожалению, не могу переключиться. Твои отношения с мамой, они в какой момент стали вот такими вот, ну, близкими и нежными? Это же не сразу так было, у тебя мама строгая очень. И они не стали близкими и нежными. Ты знаешь... А это ответственность появилась просто такая? Ну, это просто, по сути... Или страх? Бесконечный страх за то, что с ним может что-то случиться. Абсолютно безграничная любовь, потому что это мама, и это, по сути, мой самый близкий человек. Папа умер несколько лет назад, старший брат умер до того, как умер папа. Получается, остался средний брат. Ты и мама? Да. И, конечно, со средним братом у нас очень сложные отношения, ну, как бы, если что-то случится с мамой, я просто пока не понимаю, как я с этим справлюсь. То есть, по сути, это вот, ну, как бы, мой лучик света, это как бы вообще моя жизнь. Я созваниваюсь с мамой каждый день. Нет ни дня, чтобы мы не поговорили по телефону. Она не смотрит, что самое интересное, она не смотрит программы с моим участием. То есть молочников не смотрит, мама не смотрит, кто смотрит-то? Люди, которые узнают меня. Наверное, вы смотрите, я не знаю, ты что-то посмотрела. Мама не смотрит, потому что ей не очень нравится, по сути, допустим, там, формат Comedy Woman. Нравился, не очень он ей нравился. Вернее, ей не очень нравилась я в данном формате, потому что она все равно человек достаточно консервативный. Она говорила, что, ну это, мне кажется, чересчур. Ну, можно как-то более интеллигентно и выглядеть, и шутить. И вообще я не понимаю, почему такой образ. Сложно объяснить маме, почему вот ты играешь там периодически девушек легкого поведения. Ну, я говорю, мам, вот у меня получается таких девушек играть. Говорит, почему? Кто тебе сказал, что получается? Ну, есть такой тип людей. У меня мама такая, она как бы всегда все равно придерживается такой точки зрения, что можно лучше. Молодец, но можно лучше. Ты даже порой уже думаешь, да куда же еще лучше-то, мама? Мама! Она говорит, дочка, можно. Можно. А Тараса Бульбу ты мама посмотрела? Вот, значит, я позвала маму на премьеру Тараса Бульбу, на закрытую, когда пришла. Для мамы пап, которая? Да, нет. Именно светская. Понятно, так. И ты знаешь, она меня не узнала. В смысле? Ну, я уже вышла в роли собаки, уже что-то бегаю, лаю, ползаю на карачках. А она к Жене, к Бороденко, к моему другу наклоняется и говорит, а Катька-то где? Он говорит, Галина Степановна, так вот же она. Да ладно? И все. Нет, она на втором акте, где я уже просто истерически кричу, плачу, сопли, слюни из меня выходят. Она уже просто сидела в оцепенении, и я, естественно, сразу к ней побежала, потому что она, честно тебе скажу, я не думала о том, чтобы попробовать себя как драматического, но она все время говорила, а вот тебя не зовут в театр, например? Ну, может быть, тебя позовут в театр, и ты попробуешь? Я говорю, мам, ну у меня же нет образования. Она говорит, ну вот мне кажется, что нужно было, наверное, получить образование и все-таки как бы вот попробовать себя на таком поприще. И она, конечно, увидела меня в другой роли, но в такой, что она говорит, ну, надо же предупреждать. Я не была готова. Я говорю, тебе не понравилось? Она говорит, ну это не может понравиться или не понравиться. Я просто не была готова к тому, что тебя будут бить, что ты будешь на карачках ползать, что ты будешь плакать бесконечно. Говорит, я же твоя мама, я не была к этому готова. Но у нее подруги по всей стране, и все ей звонят и говорят, а Катя что, беременна? Там написали, вот тут, вот тут, вот тут. Она что, замуж вышла? А вот с ней какой-то Галь-проект вышел, а здесь вот это. И она всегда на контроле держит труп. Говорит, так, какая программа выходит? Я ей все говорю, время она не смотрит. Говорит, я уснула. Но я знаю, что программа вышла. Нет, она все контролирует, все хорошо. А важный вопрос, понравился ли маме Александр Молочников? Да. Она сразу сказала, генетика восхитительная.
Да нет, но она на самом деле, конечно, стала интересоваться. И если выходят какие-то статьи про него, где-то там у него вышло интервью на телеканале «Культура». Она у меня в танцевальной академии, в балетной, племянник занимается, Гоша. И вся эта танцевальная балетная академия говорила о том, что Молочников ставит «Чайку» в Большом, и что там вот такие-то, такие-то, такие артисты. И Гоша мне пишет о том, что вот, я так хочу познакомиться с Александром Александровичем. Я говорю, я вас обязательно познакомлю. Просто она не лезет. И она говорит, что там, надо бы уже, у нас не было вот ужина с моей мамой. Она говорит, ну, наверное, надо бы уже нам всем поужинать. Я говорю, ну, надо. Она говорит, ну, я сейчас не могу. У меня сейчас большая занятость на работе, у меня профосмотр, я не могу. Вот давай через месяц. Я говорю, ну, вот так вот мы уже год живем. Давай через месяц. Я говорю, ну, хорошо. А как она разруливает ситуацию, при которой ты со средним братом в не очень хороших отношениях, а она же все-таки мать обоим? Такой Тарас Бульба, блин. Нет, ну, уже мы все взрослые люди, более-менее можем также договориться. У меня есть причины, я не хочу их озвучивать, почему с братом сложилась такая ситуация. Он даже тут недавно сходил на программу на одном федеральном канале. Вот. И что меня тоже, наверное, повергло в такое, ну, не шок, но удивление. Вот. Потому что, наверное, ему за это неплохо заплатили. Но я нормально уже, я остыла, успокоилась. Как бы так нельзя говорить, что там, мы не родственники или это. Мы, безусловно, родственники, но мы достаточно долгое время уже не общаемся. Он никак не помогал, когда нужна была помощь, когда болел папа и так далее. Поэтому зачем? Предательство вообще можно простить? Ты вот, у меня есть такая проблема, прям я думала, задашь ты мне такой вопрос. Я не могу простить, не умею прощать. Вот если человек меня сильно подвел и обидел, я не буду держать зла. Вот как можно так сказать? Я не буду держать зла, но простить не могу. Вот в глубине души у меня все равно останется вот этот осадок, который я просто не забываю. Не держу зла, но не забываю. Ужасно с этим борюсь, потому что это дико мешает. И причем, я тебе больше скажу, еще есть такая отвратительная черта, что вот поступили с моим другом плохо. Я знаю, кто с ним плохо поступил. Потом вижу, через какое-то время они общаются. Я говорю, как? Он же вот так сделал. Он говорит, ну, это же жизнь, ну, вот все ошибаются. Я говорю, да нет же, ну, так нельзя. Он же предал, он не прав, он еще раз так поступит. Он говорит, ну, тебе надо научиться прощать. А ты не боишься, что с таким жестким отношением к жизни ты останешься в какой-то момент абсолютно одна? Скорее всего, так и будет, я тебе больше скажу. Ну, а что бояться-то? Ну, я так устроена. Понимаешь, если бы я была на этом категорически настаивала и говорила, что нет, вот так правильно. Я же не говорю, что это правильно, я говорю, что это неправильно. Просто ты не можешь. Ну, я вот просто не могу. Вот это совсем беленький и вы очень светленький. Да, друзья, мы все стали реже бывать на баре. Ты когда-нибудь была в 10 утра в кабаре? Я вообще не была никогда в кабаре. Загадывай желание. Ты никогда не была в кабаре? Ты Нет, европейский человек. Как Я так? только фильм «Кабаре» смотрела. Серьезно? Кать, ну, я не могу сейчас вызвать сюда всю труппу, но, в Ты мой принципе, проводник в мир кабаре. Для тебя мы могли закрутить какое-то утреннее шоу. В Лондоне, как всегда, повышенной влажности 2 недели будет стоять смог. 2 недели будет стоять. Представляешь? Вот бы и мой хоть раз так смог, хотя бы неделю. Наверное, для аудитории в большинстве своем этот жанр был такой чуть-чуть закрытый, и кто-то, может быть, видел что-то подобное там на экране. У кого есть возможность путешествовать, видел это в каких-то других странах. В Москве вот так вот, что вот прям работает театр кабаре, такого, конечно, не было. Слушай, ну Россия сейчас становится очень пуританской страной. Ну, у меня, допустим, такой проблемы не было никогда. Я всегда вот как хотела, так и проявляла себя. И самовыражалась вот в рамках того, что я могу делать. Ты говоришь про страну? Да. Про Москву? Нет. Москва – это все равно немножко другое место. Москва от России в целом сильно отличается. Вот сейчас, когда вы репетируете, абсолютно нога
Это шоу же, да, нужно сказать? Или Это спектакль? шоу. Нет ли у вас страха, что сейчас придут какие-нибудь оскорбившиеся и воинствующие борцы за пуританство и закроют вам спектакль? Безусловно, но почему ты говоришь сейчас стало? Так же всегда было. Всегда, если что-то идет вразрез с общим пониманием в социуме, это всегда вызывало абсолютную агрессию, негатив. И каждый, кто, допустим, имеет то или иное отношение к этой линии поведения, они всегда оставляли за собой возможность приходить и выражать свое недовольство. Это было всегда. Мне кажется, на сегодняшний день с этим куда спокойнее, чем раньше. Да? Я так думаю, да. Потому что на сегодняшний день у огромного количества творческих лиц появилась возможность очень открыто и смело выражать себя. И, возможно, из-за того, что этого больше появилось, возможно, больше и негодования появилось, но все равно это будет появляться больше и больше. В моем возрасте все эти крепежи на голове – это too much. А кто-нибудь снимите с моей башки настоящую люстру. Реально настоящую же. Ага, и бусики тоже. Да, спасибо. Поаплодируйте все те, кто в Крейве впервые. Давайте. Ну, как вас много. Как вам устрицы, которые пели в начале? Мне вообще не зашли. Даже под вино. А все мужчины от них в восторге. Мне дико нравится бурлеск, мне дико нравится все, что связано с кабаре. Я обожаю мюзикл «Чикаго», я посмотрела его 6 раз. И для меня это естественно, что прекрасный человек, будь то мужчина, женщина, если в рамках того или иного шоу это нормально, так требует сценарий или так поставил режиссер, что в этом плохого? Если он при этом веселит людей, либо заставляет их о чем-то задуматься, совершенно неважно, он в трусах, голый и так далее. Какая мне разница? Я смотрю в целом, я смотрю произведение какое-то. «Машину Мюллера» ты смотрела? Да. У Кирилла Серебренникова. Какие у тебя впечатления? Очень красиво. Видишь, это очень красиво. Голые тела тебя совершенно не отвлекают от того, что происходит. Ты совершенно на них, ты не уходишь в то, чтобы просто рассмотреть: ого, какая писька, ничего себе, какая грудь, а здесь немножко неравномерно. Нет, ты смотришь в целом на произведение, потому что это все сделано только для того, чтобы как можно глубже тебя погрузить в это. Но мы же не будем с тобой делать вид, что мы не видели и не знаем о том числе доносов, которые были написаны на спектакль «Машина Мюллер». Не будем делать вид. Но, опять же таки, на сегодняшний день это один из самых известных спектаклей в этом городе. И на сегодняшний день он имеет место быть. Когда вы начинали репетировать, и вот сейчас, когда вы уже готовитесь почти к выпуску «Абсолютно нога», вы себя как-то сдерживаете, говорите: нет, давай здесь что-то прикроем, здесь как-то вот поспокойней. Сами же понимаете, в какое время живем. Нет. Мы, безусловно, в том, что ребята пишут, Дима Чернак и Женя Бороденко, и в том, что в итоге воспроизводит Вася Козырь, режиссер-постановщик на сцене, безусловно, присутствует цензура, и самоцензура в том числе. Но мы не исходим из того, что, ребят, давайте об этом не будем говорить, это опасно. А вот здесь, скорее всего, это вызовет... Мы как бы сами адекватно понимаем, мы видим уже какой-то готовый материал, и сами понимаем, что это так не работает. То есть имеет место быть, безусловно, и черный юмор, и пошлость. Это будет. Я не буду говорить о том, что это абсолютно вылизанное, прекрасное, красивое шоу с идеальными девушками и со мной в трусах. И как бы люди, приходите смотреть исключительно на меня в трусах. А то, что я буду говорить, не важно. Важно. Но самоцензура в процессе, в работе, конечно, присутствует. Но, опять же таки, не такая, что давайте не будем это делать, это, скорее всего, кого-то разозлит. И, скорее всего, нет, зачем? Мы это делаем для того, чтобы проверить, что конкретно разозлит, что конкретно вызовет какую-то отрицательную эмоцию или, наоборот, положительную. Мы это будем проверять в процессе. Что-то поменяем, что-то оставим, что-то еще сделаем более острое. Вообще на сегодняшний день публика... Не то чтобы сильно публику избаловали, но она стала более требовательна. Ты так это называешь? В том жанре, в котором я работаю... Требовательно? Требовательно и обидчиво.
Такое количество извинений за шутки, которые прозвучали и из интернета, и из голубого экрана телевизионного, я, наверное, никогда не слышала. Правда. Когда достаточно большое количество людей, связанных с комической деятельностью, записывали видео и посты в поддержку Идрака Мирзалидзадзе, можно ли говорить о том, что вы в каком-то смысле попытались помочь сами себе? Конечно. Это касается всех. Это касается всех людей, у которого есть из этой индустрии, из этой профессии есть возможность выходить и что-то говорить людям. Пусть то закрытый клуб или большая аудитория, стадион и так далее. Конечно, это касается нас. Это как бы только начало. Нам показали, показательно, масло масляное, какой может быть исход. Все поняли? Вам понятно? Сделали выводы? Работайте. Но как бы держите это, что вот, это может быть с каждым. И это же правда так. И меня на самом деле удивило. Я не принимала участие в записи этого видео. Ко мне с этим не обратились. Ребята, его коллеги... У тебя был пост? Да, конечно, я написала об этом пост. Конечно. Я родилась в России, в Москве, уехала в Германию. Такое количество раз в этом городе меня назвали хачихой, беженкой. Но я могу об этом говорить, потому что я говорю о себе. Что же мне теперь? Почему всех этих людей не посадить? Почему всех этих людей не посадить? Нельзя так? Потому что они не публичные, потому что они это говорят не на большую аудиторию, а конкретно мне. Так что ли получается? Почему нельзя посадить человека, который... Вот я написала этот пост, вот я, допустим, сравнительно недавно задалась этим вопросом. Хейт там, в Инстаграме, допустим, в соцсетях. Хейт, уже все к этому привыкли. Ты обижаешься на хейт? Я говорю, да я не обижаюсь, пишут мне гадости, и пусть пишут. Вот я написала этот пост, и ты не понимаешь, какое количество комментариев. Вот Аня, девочка, моя помощница, которая мне помогает вести Инстаграм, она просто мне написала, говорит, мне страшно. Какое количество комментариев у людей не с нулевым количеством подписчиков, а с нормальным. Писали о том, что да расстреливать вас надо. Какое количество людей написало мне про смерть? Какое количество людей... Про смерть тебе? Да, конечно. Ну ладно. Какое количество людей написало про смерть этому мальчику, потому что я написала о том, что его избили. Ему угрожали, его избили. Никто сейчас не расследует и не ищет этих ребят, которые его били. А мальчика посадили. Как же так? Он говорит, мало что избили, надо было убить. То есть теперь мы враги, получается. Но я, честно, я прям на несколько дней, я прям задумалась о том, что в какой-то момент, что же я сделала, что-то не так, или что я упустила, что это так остро теперь воспринимается. Мы все так или иначе в какой-то момент лоханулись, подрались и пошутили не на ту тему. Извинились за это. Некоторые по нескольку раз извинились. И в тот момент, когда мы извинялись, было вообще не смешно. Было тоже страшновато, потому что, ты понимал, что у тебя нет альтернативы. Ты либо извиняешься, либо нет. А если ты не извиняешься, значит, у тебя будут большие проблемы. Все. Потому что травля сама по себе возведена на сегодняшний день в культ в определенный. Какое количество заголовков ты читаешь в соцсетях в день, когда это говорит, затравили его за какое-то высказывание. Она подверглась травле потому-то, потому-то. То есть это уже звучит, знаешь, добро пожаловать в клуб. Ну что, тебя тоже затравили? Травля. Адовое слово. Несет в себе отвратительную энергетику. Люди из-за этого умирают. Не выдерживают это. Люди из-за этого эмоционально погибают. То, что действительно общество, травя одного человека, может с ним сделать, это же совершенно немыслимо. И это люди делают своими руками, своими высказываниями, своими нарочитыми высказываниями. Обязательно все должны друг за друга до последнего стоять, что да, так его, да, еще поддай жарку. И уже вроде да и хватит, уже все поняли, да, там он был неправ, не то сказал. Остановитесь, пожалуйста. Нет. Это, знаешь, это как будто дает такой... Как будто эта подушка начинает расти, и людей все больше, больше, больше. И когда ты за этим наблюдаешь со стороны, и это уже не остановить. Это просто в какой-то момент забудется, и на кого-то и просто появится новая жертва. Это уже так работает, я поняла.
Что ладно, неинтересно, пойдем туда, там еще жестче можно. И да вы чего? Да вы чего? Новая этика обрезает возможности юмора? Безусловно. Зато расширяет возможности мозга. Ты начинаешь думать в разные стороны. И туда, и туда, и туда, и туда. Стараешься, пробуешь. Вот мне в этом отношении дико нравится позиция Гудкова. Он вообще в этом плане не боится ничего и не боится... Он понимает, что времена настали дико интересные, и он как бы пытается в этом крутиться. Мне кажется, у него неплохо получается. Он периодически сталкивается, он и ребята из Чикенкари сталкиваются с огромным количеством негатива и хейта, но мне кажется, они все равно гнут свою линию о том, что мы это делаем для того, чтобы развлекать вас. Мы это делаем для того, чтобы веселить вас. И даже если вам не смешно, вы все равно задумаетесь на ту или иную тему. Вот. Это ни в коем разе, это для меня уже, знаешь, как просто манна небесная. Я повторяю. Нет цели никого обидеть и оскорбить. Ну, правда. Ну, нет такой цели. Но бывают в твой адрес неудачные шутки, в мой адрес бывают неудачные шутки. Ты же как бы можешь это либо проигнорировать, либо просто сказать «не смешно». И ты имеешь на это полное право. Это в какой-то момент вот просто пошла такая волна, как бы на это дали моду, что, ребята, если вам не смешно или вам что-то не нравится, та или иная тема, которую подняли, надо травить, надо уничтожать, надо сделать так, чтобы человека на 10 суток посадили. Если он имеет право вот так говорить, значит, он должен нести за это ответственность. Но юмор был всегда, шуты были всегда, артисты были всегда. Вы всех не закроете, не убьете, не казните, но все равно это будет. Как ты узнала о том, что Comedy Woman больше не существует? О, боже. Это было 5 декабря. Что, правда? Да, мы отсняли... Вот последние наши съемки были очень непростые, дико сложные. Мы все заболели, все простыли, все с температурами. И съемки были действительно сложные, и могло показаться, что, наверное, все, мы выдохлись. Мы выдохлись эмоционально, авторы исписались, и все это уже не так работает, как работало даже полгода назад. Вот. Но прошел этот сложный октябрь, наступил декабрь, и мы понимаем, что вот сейчас мы чуть-чуть отдохнем, пройдет какое-то время, мы все переосмыслим, как это обычно бывает, и мы опять войдем в этот рабочий процесс. И нас собрали на разговор с продюсерами. Вот. Мы подумали, скорее всего, нам сейчас скажут, это было сделано хуже, чем обычно, что девочки, соберитесь, и, по сути, это то, что должно приносить вам удовольствие, это вы не на плаху идете, вы здесь для того, чтобы смешить людей. Если вам это тяжело, либо давайте мы сделаем перерыв, все переосмыслим, переделаем, чуть-чуть переформатируем и будем вновь нормально работать. И если вы понимаете, что вы больше этим не хотите заниматься. Я думала, что как-то так будет выстроен разговор, потому что действительно у кого-то из девочек, может быть, уже возникало желание уйти и так далее. И вот нас собрали и сказали, что с этого момента Comedy Woman прекращает свое существование. И мы не хотим вас губить как творческих единиц, но вот на сегодняшний день Comedy Woman все, исписалась. Исписалась, и снималась, изыгралась. Все. Подожди, а это говорит руководство ТНТ? Нет, это говорит руководство продакшена, которое непосредственно снимает нашу программу Comedy Woman. Креативные продюсеры. То есть это Еприкян? Да. Еприкян, Саша Гудков, они как креативные продюсеры, они сказали, что нам в любом случае нужно какое-то время для того, чтобы подумать, можем ли мы дальше вообще в таком режиме существовать, потому что они, помимо того, что они креативные продюсеры, они авторы, они пишут. Наташа еще и редактор. То есть на них вообще ответственность килограммовая. То есть с нами надо это все придумать, поставить, сделать, тут же переделать, дописать, что-то не успели, сроков всегда не хватает и так далее. Ставишь на ноги, не работает, надо переделать срочно. И я думаю, что вообще изначально это прозвучало очень громко, что Comedy Woman заканчивает свое существование. Но, конечно, мне так казалось, что мы просто сейчас сделаем длительный перерыв, все соскучатся, все вернется на круги своя, и мы дальше... У нас было уже несколько таких этапов, когда мы останавливались, говорим, сейчас стоп, сейчас это уже не работает, давайте как-то попробуем с другой стороны зайти. Ну и, собственно, все.
А вы не поднимали эту тему больше? Поднимали. И до сих пор поднимаем. И я думаю, что, возможно, произойдут какие-то периоды, потому что мы действительно очень сильно скучаем. Это вот, наверное, самое основное. Сейчас я не беру вопрос денег, я не беру вопрос там, узнаваемости, теряется популярность, не теряется. А теряется? Я никогда не гналась за популярностью, как бы сейчас пафосно это не звучало. Звучит так. Звучит так себе, согласна. Сама по себе популярность, она же чревата чем? Сегодня ты популярен, завтра ты не популярен. Ты все время находишься в этих эмоциональных качелях. Когда ты в таком раздрайве находишься, ты не можешь нормально выполнять то, что ты должен нормально делать. Ты лучше надо там сфокусироваться, для себя понять, что ты вот в этом хорош, и как бы потихонечку двигаться. Не надо делать каких-то там километровых шагов, что вот, я сегодня проснулся. Мы не проснулись знаменитыми в один день. Так не случилось. Нам пришлось пройти определенный этап. На несколько лет, понимаешь? И нам пришлось в свое время, потому что мы вышли 15 лет назад, доказывать, что женский юмор есть, он актуален. На злобу дня мы сегодня можем говорить об этом. Нам кричали: нет, не можете. Мы говорим: ладно, мы скажем об этом позже, мы тогда вот об этом поговорим. Нам приходилось доказывать. Поэтому это не так просто все далось. Но это приносило деньги, и я этим продолжала заниматься. Потом в какой-то момент я просто дико полюбила это, потому что в это невозможно не влюбиться. Невозможно не влюбиться в этих людей. Там так еще получилось, что нас закрыли. Но были какие-то гастроли на полгода расписаны вперед. Все равно в Comedy Woman. И случился карантин. И мало того, что закрыли, еще и дома посадили, и все закончилось. Вот так. Знаешь, когда какая-то недосказанность, недолайканность, недолюбленность, столько как-то какой-то обиды и боли появилась вдруг. А это же такое родное. И ты столько лет этим жил, и вот так просто все заканчивается. Просто вот так. А ты говорила, что не умеешь прощать. Тут не за что прощать. Тут Как тебя бросили? Нет, нас никого не бросили, понимаешь, тут тоже важно. Нас не собрали в одной кучке и сказали: ребята, мы за год сделаем вас знаменитым, но вы подпишете контракт на 15 лет, и вы будете так или иначе на меня там бесконечно работать. Но нет, не было такого. Мы уже все стали партнерами, друзьями, коллегами, уже другие отношения. Это еще это больнее, но не обиднее. На что обижаться? Люди честно Если сказали... вы партнеры, то с вами это решение должно было бы обсуждаться. Обсуждали со мной это решение не раз, и я отговаривала все время. Это моя проблема личная. Я была с этим не согласна, но это моя проблема. Они говорили, что лучше сделать так. Я говорила: нет, ни в коем случае. Сделаем паузу, все закроется. Надо продолжать. Пожалуйста, мы сейчас находимся в такой форме, когда надо продолжать. Нам говорят, наоборот, мы теряем форму, теряем скорость, теряем актуальность, надо подумать еще. Я говорила: нет, нельзя делать паузу, надо двигаться. Но я еще такая торопышка. И в какой-то момент они приняли решение уже без меня, потому что я была просто с ними не согласна. Вот и все. Слушай, может быть так, что одна из причин того, что закрыли Comedy Woman, это средний возраст участниц? Ах, какой коварный вопрос. Да, может быть. Насколько вообще эйджизм – это такая наша всероссийская проблема? Как? Вот само такое понятие появилось, и вроде как более-менее люди образованные даже понимают, о чем речь идет. Но тоже это так странно для меня. Вот вроде такое понятие есть, и вроде как-то весь мир тоже как пытается говорить о том, что это совершенно не важно, сколько тебе лет, совершенно не важно, как ты выглядишь. Ты можешь быть вот такой вот открытый, смелый, свободный. Потому что речь тоже о свободе, что ты как женщина себя можешь свободно чувствовать в своем нормальном возрасте. Но когда огромное количество СМИ тебе 10 тысяч раз указывают в то, что и вот она в возрасте 36 или 40 или 45, вышла в таком платье. Все-таки смогла выйти? А вот ей столько лет, а ему они встречаются столько лет. Это вы когда с молочником стали встречаться, тебе все напомнили, какая у вас разница в возрасте? Естественно. Я выкладываю фотографию с ним, все пишут: красивый сын. Правда, что ли? Я даже к зеркалу подхожу и думаю: прям сын. Может быть, хотя бы младший брат. Прям сын. Нет же. Я вроде не выгляжу уж настолько взрослым. Пришла на GQ в коротком платье, пишут: ноги красивые, но в ее возрасте лучше так не ходить. Почему? Никто не объясняет. Так принято. Ей уже за 30 глубоко, она вышла в коротком платье. Еще и без колготок. Ой. Фу. То есть до 30 можно без колготок в коротком платье, а после 30 нельзя? Во-первых. Во-вторых, обязательно закрашивать седину.
Так. Закрашивайся. Ни в коем случае естественным образом не стареть. Надо что-то где-то подколоть. Ну, у тебя же есть деньги, иди займись собой, в конце концов. Ну, не надо встречаться с мужчиной, который младше тебя. Не дай бог. Если на 5 лет, это максимум. Если еще там дальше, не позорься, не позорься. Ну и уже старые перечницы, что вы все бегаете, прыгаете, ведете себя как идиотки? Уже займитесь своим делом. Воспитывайте детей, устройтесь на нормальную работу во много лет. Ну, это же все вдохновляет тебя. Ты каждое утро просыпаешься с улыбкой, идешь счастливая на работу, потому что все классно, потому что в тебя верит аудитория. Максимально прям поддерживает как. Сколько тебе лет? 36. Это хороший возраст? Потрясающий. Сложный, дико, но потрясающий. Почему? Ты уже на каком-то эмоциональном и физическом уровне какие-то вещи переносишь куда сложнее. Это вот просто отражается уже конкретно на здоровье. Прости, но это так. Причем ты вроде пытаешься соблюдать какой-то режим, правильно питаться, делать это. Потому что все равно работа так устроена моя и так складывается, что все равно нужна хорошая физическая подготовка. И ее мне не хватает. Не хватает. Слабые суставы, заработала себе бурсит на локте, как только увеличила нагрузки и так далее. Ну, то есть это, знаешь, как бы вот с этим тяжело. Все время что-то вылетает у тебя в организме. А старости ты боишься? Нет. Нет, ну как, а что ее бояться? Ну, хочется просто выглядеть классно и чувствовать себя классно. И, возможно, находиться в таком месте, которое тебя будет вдохновлять, и ты будешь каждый день просыпаться и понимать, что ты проживаешь абсолютно великолепную, достойнейшую жизнь. Вот так хочется. Ну, я не боюсь ее. Ну, ты имеешь в виду, борюсь ли я с ней чисто внешне? Ну нет, тут все борются. Нет, вопрос именно страха, да, того, что вот еще пару лет и там не позовут тебя вести, например, какие-нибудь корпоративы. Это другое, это другое. Вот смотри, это другое. Боюсь ли я, что я стану невостребована в профессии? Да, конечно. Конкуренция аховая, я бы даже сказала патовая. Но каждый день появляются какие-то новые герои. Время неумолимо быстро начинает нестись, все меняется. То есть я все равно, знаешь, как мы застали момент, когда родителям было очень тяжело перестроиться вот из этого советского времени в новое время. А сейчас мы, получается, наше поколение тоже должны пройти этот процесс, а он дико сложный и непонятно. Мы эволюционируем, мы деградируем, что это, прогресс, непонятно, что происходит. И ты как бы вроде пытаешься вот в этой эпохе нового времени как-то ему соответствовать, понимаешь, что не успеваешь, не справляешься, чем ты не хочешь интересоваться, но этим надо интересоваться. Потому что, невозможно на сегодняшний день жить и как бы от всего открестить, сказать, ой, ТикТок, да ну. Нет, надо этим интересоваться, надо знать героев в лицо. Неважно, герои, не антигерои, надо быть в курсе того, что вообще происходит вокруг тебя. Но я пока вот чуть-чуть не успеваю. Вот подбешивает слегка, нет? Подбешивает адски. Ты вроде что-то делала, бах! И все равно отстаешь. И ты думаешь, да блин, ну что надо делать-то? Ну что мне надо делать, чтобы здесь купить квартиру? Я уже не могу работать. Насколько тебе важно было заработать столько денег, чтобы ни у кого не просить? Да не, я просто когда поняла, что как бы я нуждаюсь в том, чтобы... Ты когда это поняла? Сколько тебе было лет? В возрасте 12 лет я уже понимала, что ты нуждаешься? Мне нужны карманные деньги. Во-первых, свои. Я должна их заработать где-то. И где ты заработала первые? Завод спецсплавов. Я работала учеником делопроизводителя. Меня мама устроила на предприятие. Завод МЗСС. Ну и все. И я вдруг поняла, что вообще работать – это отлично. Это твое? Это мое. Мне нравится работать. Я везде чуть-чуть поработала. Нормально. Я ничем не гнушалась. Должна была ты быть юристом? Да, но на практике в суде было понятно, что из меня юрист, честно говоря, говна. Поэтому, я, главное, сказала тихо, кусок, она вот так, наоборот. Вот. Когда ты пошла в КВН, ты понимала, что КВН – это вообще один из немногих социальных лифтов, работающих в нашей стране? Нет. Я вообще попала в КВН, потому что я была высокая, сутулая, с большими сиськами. Мне надо было как-то отучиться 5 лет, опять надо было учиться, опять надо искать новые знакомства, а я только-только закончила школу. Я разобралась с этой проблемой. Черт возьми, новая проблема. Еще больше в глобальном смысле. Вот. И мне надо было как-то это время проводить в институте. Ну что ж, все время прогуливать. Вот. Значит, мне надо было срочно найти работу.
И, значит, мне надо было срочно найти себе там какое-то занятие. И вот там был танцевальный кружок и КВН. Я пошла в танцевальный кружок, и у меня была большая грудь, я очень, когда танцевала, я очень могу неплохо двигаться. Вот, у меня очень она прыгала. И ребята, КВНщики, пришли на какой-то концерт факультетский и сказали, что это просто истерика. Она просто танцует, и очень смешно, потому что здесь тоже происходят некие процессы. Вот так я попала в КВН. Когда ты заработала первые деньги, о которых ты подумала, что вот все, сейчас все пойдет, и можно успокоиться? В клубе я танцевала го-го, и за неделю я заработала нормально денег. Я купила себе телефон, я принесла маме, дала денег. А так, чтобы ты уже начала стабильно зарабатывать и откладывать, это когда началось? В период Comedy Woman. При этом, когда ты была в Comedy Woman, если я правильно понимаю, то твоему папе звонили сослуживцы, рассказывали про тебя, и папа очень стеснялся твоей работы. Да, ему было неудобно. Но деньги ты давала родителям? Да. И их это не смущало? Нет. Нет, но они также, знаешь, как любой пользователь сети или телезритель, или просто зритель высказывали свое мнение. Нам не очень нравится. Мы же имеем право на свое мнение. Ты отвечала, что зато это приносит деньги, и мне нравится. Да, я говорила, что мне это нравится, и это приносит деньги. Мама говорит, поэтому мы не против. А, вот так. Конечно. Сколько тебе нужно денег для того, чтобы чувствовать себя спокойно? Ты знаешь, я сейчас более уверенно себя чувствую, потому что я купила квартиру, я никак не могу там закончить ремонт. Вот, и, скорее всего, ее придется продавать, потому что мы там не планируем жить с Александром. Но надо закончить ремонт уже. Мне надо понимать, что я всегда держу в голове. Значит так, у меня в месяц есть, что я должна отдать за это директору, помощнику, менеджеру, водителю, зарплаты. Значит, тут надо заплатить за квартиру, которую мы сейчас в центре снимаем. Ты платишь за нее? Мы платим вдвоем. Это тоже было его условие. Он говорит, либо я сам, либо вдвоем. Я говорю, давай вдвоем, так будет чуть полегче теперь. Вот. Мы платим вдвоем, но все равно ты какую-то сумму держишь в голове. Плюс деньги обязательно маме. Мама там уже распределяет племянникам. Вот. То есть это какая-то сумма уже определенная накапливается. Мне совершенно не обязательно обедать и ужинать и завтракать в каких-то роскошных ресторанах. Я вообще могу не есть. Я вообще могу... Я вот сегодня поела с тобой на завтраке первый раз. Я до этого 2 дня практически не ела. Сушилась, пила воду. В каких-то красивых вещах я уже... у меня был момент, когда я просто беспощадно все скупала. Я вот сейчас эти вещи ношу. То есть в красивых вещах я тоже там сильно не нуждаюсь. У меня есть фетиш, я люблю украшения. Вот, просто люблю. Вот сорока нравится мне. Изумруды и рубины осыпаются. Хоть не бриллианты, то хорошо. Бриллианты тоже люблю. Что же делать? Мне все нравится. Это все потом я отдам крестнице, племяннице. Это пойдет куда-то там. Я не буду в этом умирать в гробу, честное слово. Вот. Не могу тебе назвать точную сумму. Да, наверное, это не очень корректно. Нет, не сумма. Я имею в виду, есть какой-то момент, который ты скажешь, все, Кать, ты можешь расслабиться, ты заработала. Отдыхай. Нет, пока нет. Такой момент пока не настал. Comedy Woman, в общем, дал старт огромному количеству женского юмора и женского, в том числе, стендапа. То есть прежде у нас была только Елена Степаненко и Клара Новикова, а теперь у нас много женского стендапа. Клара Новикова, кстати, потрясающая. Великолепный стендапер. Да? Я попала, просто какая-то удача так случилась. Мы с Натальей Андреевной вели мероприятие, и она там тоже выступала. 2 часа, пока мы общались с людьми, она сидела у бара в самом конце зала и просто вот так вот постоянно что-то записывала. Я просто так на нее обращала внимание, думаю, почему у нее еще только через 2 часа, почему она вышла? Она же может еще спокойно сидеть в гримерке или быть в отеле, потом приехать к своему выступлению. Она сидела и записывала имена людей. Если мы что-то озвучивали, если люди выходили, говорили какой-то тост, она это тоже фиксировала и тут же придумывала на конкретных людей шутки. Вот так. То есть вот она старая школа. Вот такой был интерактив. Меня это просто... Она вышла, Она вышла и просто разорвала очень непростую аудиторию. Очень взрослых, серьезных людей. То есть если нам надо было 2 часа разгоняться, узнавать людей, там еще что-то, информации было очень немного. Она просто 2 часа сидела и быстро формулировала, о чем она будет говорить, как она это все обставит, про кого она пошутит и так далее и тому подобное. Офигеть. И это было, понимаешь, когда вот просто приходит артист, и он вроде как приходит, и он абсолютно свой, потому что он с тобой общается, он про тебя уже что-то знает. Это
Это так работает на аудиторию. И все. И это было 40 минут гениального стендапа. Я никогда в жизни не была на живом женском стендапе, но я много смотрю в интернете. Ты порадовалась вообще тому, что появилась такая волна? Не очень. Нет, до того, как ты посмотрела, вообще... Вот до того, как я посмотрела, я порадовалась. Какая-то да. гордость была за то, что и эту вершину мы тоже займем. Ну, да, но я не могу сказать, что я была прям очень уверена в том, что это будет здорово. И вот чем больше я смотрю, тем грустнее мне становится. И все девочкины выступления – это про несчастную женскую долю, и они сводятся, ну, грубо говоря, а тому ли я дала. Как это все печально прозвучало из твоих уст. Я с тобой не соглашусь. Во-первых, это то, что всегда будет интересно слушать аудитории. Мы не знаем про аудиторию, может, она и другое бы слушала, такие другого не показывают. Неправда. Там есть абсолютно разный юмор, он дико разноплановый. Кто-то шутит прямолинейно на тему там, секса и своих неудач в сексе, кто-то шутит про свою внешность. И для этого тоже надо обладать определенной силой. Сейчас все шутят про свою внешность. А с чего все началось? С кого? Вот. Ну, потому что люди это, прости за грубое слово, хавают. Людям это нравится. Людям нравится, когда взрослый человек стоит и обсирает себя на большую аудиторию. А если еще то, про что он говорит, люди это видят визуально, это вообще работает. Ну, так всегда было. Ну, что в этом плохого? Если смеются, значит, она все правильно делает. Юлия Ахмедова тебе нравится? Юлия Ахмедова мне нравится. Но она очень часто говорит о своей внешности, она очень часто говорит о своих неудачах в личных отношениях. Ну, она еще расширяет круг обсуждаемых проблем на психиатрические, психические, депрессии, отношения не только с мужчинами, и слава богу. Но это началось же сравнительно недавно. Начинала она, чтобы аудитория ее узнала, потому что чем больше и лучше тебя знает аудитория, тем шире и шире ты можешь раздвигать вот эти рамки того, о чем ты можешь говорить с аудиторией. Потому что они уже тебя чуть-чуть знают. Вы узнали обо мне, вы об этом помните? Тебе говорят, да, слушайте, сегодня у меня новый вброс, у меня же депрессия, или у меня вот это. Она дала большое интервью на тему того, что вот у нее есть депрессия. Огромный отклик она получила от аудитории, и огромное количество людей. О боже, у людей, оказывается, тоже есть депрессия. Понимаешь? Но ей надо было об этом сказать, об этом надо было серьезно поговорить, после чего она взяла на себя абсолютное право, она говорит от своего лица, потому что она это все переживает, она проходит определенные моменты того, как это проходит или не проходит в ее жизни, проходит лечение какое-то. И потом она может очень открыто об этом говорить с аудиторией. Это только начало, я так думаю. Я вообще дико рада, что это очень сложный жанр стендапа. Он очень сложный. И прежде чем появился в нашей стране, я, допустим, посмотрела энное количество стендаперов в Америке. И там, конечно, все иначе. И то, что выходят и говорят женщины там, я не знаю, сколько должно пройти лет, столетий, чтобы наши девочки о таких вещах говорили вот так. Кажется, что мужчины себе могут позволить больше, а женщины все еще такие борются за право шутить наравне с мужчиной. То есть не как в КВН, да, сперва было, когда мужчины шутят, а женщины там либо песни поют, либо красиво ходят туда-сюда, либо наоборот уродливо ходят туда-сюда, и это тоже привлекает внимание. А теперь как будто бы женщины допустили к микрофону, и вот они, значит, тоже решили сказать свое веское слово, но говорят они тоже в основном на кухонные темы. Так это разве плохо? Да. Почему? Это гендерный юмор, он дурацкий. Но он же нравится людям. Но не все, что нравится людям, нужно повторять, мне кажется. Нет, в том плане, что для нас же самое большое, вообще для комика и для человека, который пытается развеселить людей, для нас самое большое наказание – это если не смешно. Если вот ты что-то сказал, а это не смешно. Вот это самое для нас большое наказание. А если ты после этого сказал еще что-то, и опять не смешно, и это уже как по руку идет не смешно, не смешно, не смешно, и с этим ощущением стоять и продолжать что-то говорить, а ты понимаешь, что все, ты уже выстрелил такую стену сам, хотя вроде выходил абсолютно уверенный, а сейчас ты стоишь, и из тебя выходит твое второе «я», смотрит на тебя со стороны и думает, братан, это провал. Ты доработай, но вообще это, конечно, очень жалкое зрелище. Вот это для нас страшно. Поэтому, когда сейчас для нас придумывают какие-то новые наказания на тему того, что извиняйтесь,
или садитесь, сидите в клетке. Это не так страшно. Но это страшно в целом. Но как для комика это не так страшно. Это как просто такая несправедливость. Но женщина про что в этой стране может пошутить, если мы говорим про какие-то социальные темы? Про то, что мы до сих пор находимся, нас не принимают. Да. Нам, вот ты говоришь, нам дали возможность выйти к микрофону, то есть нам надо заслужить эту возможность, чтобы мы вышли к микрофону. Еще надо заслужить возможность, чтобы мы что-то сказали в этот микрофон, а не просто около него постояли. Нам дали возможность некоторым из нас выглядеть так, как мы хотим. И то, возможно, за это нас полетят камни и помидоры. Это в лучшем случае. А, возможно, и нечто более тяжелое. Вот. Я думаю, что это скоро пройдет. Я думаю, что мы все-таки, благодаря этой возможности, которая у нас появилась, завоюем свою аудиторию, ее, она будет большая, она будет наша. И вот когда это произойдет, мы будем более откровенны и смелые, и будем более откровенно и смело говорить о каких-то темах. Нам когда-то Comedy Woman, вот мы как-то пытались существовать в таком, знаешь, эстрадном жанре, такого легкой такой театрализованности, я бы такое закулисье у нас. Нам сказали, ребята, ну вот вы сняли вот 2 сезона. Это все очень здорово, что у вас какой-то там внутряк, и между вами что-то там происходит. Наталья Андреевна была настроена на литературный юмор. Она женщина очень образованная. Она как бы над этим может шутить. И нам сказали, что, ребята, это никому не интересно. Вот у вас рейтинги. А вот, кто это говорит? Низкие. Кто Продюсеры. Передачи же закупают, допустим, на сезон. И смотрим, мы там закупаем 15 программ. И смотришь, что рейтинги падают, люди не смотрят, реклама не приходит. Ну, значит, как бы, что делать? Надо закрывать. Либо переформатируйтесь. Измените юмор, измените подход к людям. Люди включают вас в 9 вечера, приходят после работы, в пятницу, прайм-тайм. Они хотят что? Отдохнуть, они не хотят думать. Вы им дайте такие темы, которые были бы для них актуальны и понятны. Если это быт, случай на кухне, шутите про это. Шутите в это. Подожди, ну, мне кажется, что с сексом, ну, а все шутят про секс, гораздо меньше проблем, чем в социальной сфере, в политике. В сексе очень много проблем. Очень. Но не больше, чем в социальной сфере. Но это все индивидуально. Тебе конкретная вот единица индивидуально шутит про свой секс, про свою личную жизнь. У всех все по-разному. И если мы, допустим, затрагиваем тему секса, и девушка шутит про то, что, знаете, вот у нас вот был первый секс, и я считала, что это вообще лучший секс в моей жизни. А вот прошел год, и мы теперь типа занимаемся этим раз в месяц, и дай бог, вот если хотя бы 2 минуты он выдерживает. Но первый раз это было просто потрясающе. Если она как-то это грамотно обшутит, огромное количество... Что тут смешного, Катя? Огромное... Потому что это про настоящее. Огромное количество женщин будут над этим смеяться, как бы будет отклик на эту тему. Сочувствовать там всем надо. А что сочувствовать? Ну, найдет другого, значит. Ну, вот такая вот, может быть, история местами не смешная, но это же можно обшутить смешно. Или как, так или иначе, там, мужчины знакомятся с девушками, с кем они в первую очередь вот про выборы никто не шутит. А что шутить, если в принципе достаточно забавно все это выглядит? Смешнее не пошутишь, Кать. Я горевала 2 дня, если не больше, пока в следующую пятницу в ночном клубе я не познакомилась с Глебом и его лучшим другом Даней. Мы сразу нашли общий язык. Я влюбилась в Глеба с первого взгляда, но меня постоянно тянуло к Дане. И я ни в чем не отказывала ни себе, ни Дане. Когда Глеб узнал об этом, он разгневался и ударил Даню. Я вступила за Даню и ударила Глеба. Глеб ударил меня. Завязался секс. Между Глебом и Даней. Еще одна запретная тема, запретная вообще для разговоров, и даже скажу больше, для жизни. В России невозможно жить публичной жизнью, почти невозможно для 99,9% публичных людей, за редким исключением, если ты гомосексуален. При этом ты вращаешься в шоу-бизнесе, и ты, я уверена, понимаешь, какое количество людей вынуждены скрывать тех, кого они любят, и тех, с кем они живут. Да. И это ужасно. Это ужасно. Это на 50% просто жизнь этих людей делать неполноценной. Минимум на 50%. Потому что дышать полной грудью, делать то, что ты хочешь, жить с тем, кем ты хочешь, не скрывать это, не скрывать. То есть ты, получается, проживаешь 2 жизни. И там надо быть максимально вроде как открытым. И здесь тебе хочется быть максимально честным, потому что это как бы вроде как твоя нормальная жизнь.
И в какой-то момент, эти грани, они начинают теряться, срываться, скрываться, ты начинаешь путаться, ты проживаешь жизнь за двух людей, как будто бы, а ты один. Хочешь вроде как об этом рассказать, но понимаешь, какие будут последствия. Я очень сильно сочувствую таким людям, и мне очень сильно хочется им помочь. Но в этой стране сказать о том, что да скажи ты честно, невозможно. Невозможно, Катя. Это приведет к тому, что человек, возможно, год, возможно, 2, возможно, 3 года своей жизни потратит на то, чтобы просто выживать в этой стране. Либо ему надо будет уехать. Я иногда думаю, это не то, что там я так за всех решила, и почему вы этого не сделаете, но тем не менее. Я иногда думаю, ситуация, при которой там 5-10 людей там, вот, из топа шоу-бизнеса вдруг одновременно договариваются и говорят о своей гомосексуальности. Такое делают камин-аут, я не люблю это слово, но тем не менее. Такая ситуация возможна? Нет, их это все... То есть их тоже уничтожат? Уничтожат. На сегодняшний день это работает так. Я тоже думала, что если объединить как-то свои усилия и против чего-то выступить, сказать о том, что ребята, это такие люди, мы вот так устроены, пожалуйста. Мы все разные. Да, это не говорит о том, что вы должны это принять. Это говорит только о том, что, пожалуйста, дайте нам жить так, как мы хотим. Мы ничего не пропагандируем, мы ни к чему никого не призываем. Мы просто хотим жить полноценной жизнью. Мы родились в этой стране, у нас такие же родители. Мы также ходили в школу. Так получилось, пожалуйста. В чем проблема? Нет, это так не работает. В твоих мыслях, когда ты говоришь, что думаешь о том, остаться тебе здесь жить или уехать, какие у тебя аргументы в ту или в другую сторону? Мне нравится Россия. Мы объездили с Comedy Woman огромное количество городов в России. Мы видели разные города. Благополучные и не очень. И совсем были условия не нашего проживания, а вообще мы понимали, что люди живут здесь в очень непростых условиях. На меня город Дудинка произвела такое неизгладимое впечатление. Но мне нравится Россия все равно. Здесь такое количество и мест каких-то удивительных. И моя мама выросла и родилась в Новосибирске. Я часто была в Барнауле. И я не понаслышке знаю, что такое Алтай. Алтай – это страшная красота. Ты не можешь к таким местам вообще относиться равнодушно. Иркутск, мы были в Иркутске зимой. И это был просто незабываемый трип, назовем это так, концертный. Мне нравится Москва очень сильно. И она действительно похорошела. Мы, конечно, можем с тобой с иронией об этом говорить, но она, правда, это прекрасный город. Это прекрасный город. И мы были на гастролях в Нью-Йорке, и там стояла большая вот эта елка в центре города, вокруг которой все катались на коньках. И водитель, который уже давным-давно эмигрировал в Нью-Йорк, нам сказал, что, видите, это самая красивая елка в мире. Вообще Нью-Йорк – это самый красивый украшенный город в мире. Он действительно очень красиво украшен. Я говорю, вы видели, как украшена Москва? А нашу елку вы видели? Ты знаешь, во мне вдруг сыграл такой... Я говорю, серьезно? Я говорю, а вы вообще представляете, как сейчас выглядит Москва? Говорит, а что там? Я говорю, что? Я записывала, я гуляла по центру и записывала, мы с мамой гуляли, вот эта ярмарка около ГУМа, вот этот каток около ГУМа, вообще, как вообще украшен город, и я ему стала это показывать. Ой, не может быть. Я говорю, представляете, вы еще в каком году уехали, а сейчас все изменилось, сейчас город выглядит иначе. Возвращайтесь. Это с одной стороны. Это с одной стороны. С другой стороны, хорошо там, где нас нет, но я, наверное, в какой-то момент, я здесь еще что-то могу сделать. То есть у меня есть пока еще возможности, какие-то ресурсы здесь что-то делать. И именно отсюда взаимодействовать со своей аудиторией. Это очень важно. Не уехать куда-то и где-то сидеть в другом месте и говорить, что «ребята, нам надо сделать вот так» или «пожалуйста, поддержите меня». Но я нахожусь в России. Преимущественно очень много людей на меня подписано именно из России. И у меня есть возможность общаться с ними вот так. То есть я в курсе происходящего. Но я думаю, что в какой-то момент, если именно в моей профессии происходить то, как происходит на сегодняшний день, и будет все сложнее, 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 и тисками нас будут со всех сторон зажимать, конечно же, надо будет либо подумать о другой профессии, либо подумать о переезде.
Когда еще никто ничего не знал про ваши отношения с Александром Молочниковым, ты говорила в одном из интервью о том, что очень сложно найти себе половинку, будучи известным человеком. Тут еще вопрос в степени известности и в степени материального благополучия, да? И возраста. Вот тут я тебя не могу поддержать, но первые два пункта, они реально важные. То есть как бы мы все не делали вид, что этого не существует, но это существует. Как вы с Сашей обговорили ли вы эти вопросы? Как вы с этим справляетесь? Мы один раз об этом поговорили, причем не в самом начале наших отношений, а просто как-то зашла об этом речь. Я не сделаю никогда так, чтобы он почувствовал себя ущемленным в плане того, что он зарабатывает меньше. Зачем? Он все равно это знает. И я ему это знаю. сложно с и этим, я наверное. Это знаю. А он очень много работает. Угу. Очень много. Больше, чем я. И... Куда же еще-то больше? Ты представляешь, вот он работает больше, чем я. И он очень много делает для того, чтобы зарабатывать. Он, конечно, за творчество. Он, конечно, в это может погрузиться. И он театральный режиссер. абсолютно. Блин, это сложная профессия. И он такой творец, художник, и ему надо... Но он адекватно на сегодняшний день понимает, ему 29 лет, что мы живем в центре Москвы, что эта квартира стоит денег, на нее надо зарабатывать, что я там настаиваю на том, чтобы он занимался в спортзале, на карту надо тоже заработать. И как бы... А что ты настаиваешь, чтобы он занимался в спортзале? Спина, он из-за того, что очень много пишет, он вот такой сутулый, так же, как и я. И я говорю, хоти хотя бы в качалку. Да, вообще классно, помимо того, что он молодой, он еще и в теле, почему нормально. Вот. То есть есть какие-то вещи, он их, не надо ему это каждый день говорить, он это все понимает. Он это все из-за моей занятости, из-за его занятости. Я не могу по субботам пылесосить, мыть окна и так далее. Я поддерживаю в квартире порядок, все равно приходит женщина, там раз в 2 недели убирается или каждую неделю убирается, потому что я там могу куда-то уехать, он тоже может куда-то уехать, с собакой надо посидеть. У нас есть там наши друзья, которые сидят с Биркиным, вот, все равно надо приехать, навести дома порядок и так далее. У меня просто физически иногда нет времени и сил. У меня нет цели, чтобы он зарабатывал огромные деньги. У него такой цели тоже нет. Он хочет зарабатывать деньги и делать то, что ему очень сильно нравится. Я нахожусь в ситуации на сегодняшний день, хотя я старше, чем он. Иногда мне приходится делать то, что мне не очень нравится, но это принесет большие деньги. И я это делаю. Не все то, что мне предлагают, я делаю. Это сейчас с таким сексуальным подтекстом звучит. Не, я даже не послушаю. Блин, вот видишь, вот вы что-то все про это... Нет, я просто это произнесла. И не все, что мне предлагают, да, я делаю, вот, но в большинстве своем вынуждена делать. Что касается творчества, как вы распределяете время, да, личное между друг с другом? Если Саша пишет сценарий, я себе представлю, что такое написать сценарий, ты, в общем, ненавидишь весь мир в этот момент. Если тебе нужно что-то порепетировать, как вы делите пространство? Вот сейчас в период подготовки к рейву меня практически нет дома. Я ухожу рано утром и прихожу поздно вечером. Вот. Мы там в течение дня можем... Но у него тоже сейчас идет процесс рабочий в театре, у него репетиции, он параллельно пишет 2 сценария. У каждого такая очень большая загруженность и занятость. Это очень круто. Мы скучаем, мы находимся в состоянии такого абсолютной влюбленности, открытости по отношению друг к другу, готовы друг друга поддерживать, даже когда оба устали. Мы все равно понимаем, что, знаешь, когда у нас очень похожие состояния. Удачные репетиции, неудачные репетиции. Сегодня был удачный день. Мы просто не пытаемся друг друга, знаешь, на что-то спровоцировать и так далее. У нас нет на это сил и времени. Это идеальная формула отношений. Но бывает же и по-другому. Были разные моменты. Я никогда с таким человеком не жила. Правда. С таким это с каким? Он очень интересный, он очень непредсказуемый, он очень переменчив в своем настроении. Я достаточно терпеливая, но когда рядом человек, у которого настроение меняется так от высокой точки до очень низкой, и что-то может его спровоцировать. Он не сумасшедший, конечно, но из-за того, что он общается с людьми тоже, с актерами,
Люди очень разные Это бывают. тяжелое испытание, Это да. тяжелое испытание. Вот. Ему надо актера какого-то там убедить, либо его попытаться в чем-то перестроить, потому что вот он ему нужен для роли. Это как бы очень сильно такая эмоциональная затрата идет. А я тоже вроде как затрачиваюсь. У меня другая работа. Она вроде для него, как бы, может быть, он считает, что я, может, там, ерундой страдаю, но у меня тоже работа. И поначалу, конечно, были вот эти вот моменты, когда я говорила, что «Эй, ты чего?» Ты сейчас счастлива? Чем сложнее бывает. Я абсолютно счастлива. Я прям не устаю это повторять. Я абсолютно счастлива. Я нахожусь в абсолютно нормальной кондиции сейчас. Я нахожусь в абсолютной идиллии с собой, с тем, что я делаю, с тем, с кем я живу, как я живу. Мне очень комфортно в этом. Но когда ты говоришь о том, что вот когда ты думаешь о чем ты себе запрещаешь, думаю, одно из этих вот размышлений – это семья. И как ты себе это представляешь? На сегодняшний день, если мы говорим, вот как сейчас у меня происходит, я представляю, конечно, что эта семья будет с этим человеком, и что у нас будет, дай бог, ребенок, и вот эта собака, и мы будем прогуливаться такой большой дружной семьей. Мне нравятся эти мысли, они меня вдохновляют. Саша их разделяет? Мы говорим об этом, да, он это разделяет. Но я не могу говорить за него, понимаешь? Возможно, если бы он сидел вот на этом месте, и ты бы задала этот вопрос, возможно, бы он ответил иначе. Как я чувствую и как я от него слышу. Конечно, он это разделяет, иначе бы, ну, как бы мы бы не были вместе. Как бы зачем тогда тратить на это время? Он как бы просто понимает, что я очень дорожу своим временем. Это так классно. Ты знаешь, тебя очень трудно смутить вообще, в принципе. И ты на любой вопрос мгновенно находишь какой-то ответ. Но когда ты говоришь про Молочникова, ты смущаешься. Я смущаюсь, потому что он это посмотрит. Вот ты заранее смотришь? Молча. Нет, я просто заранее вижу уже его выражение лица. Просто он, ну, конечно... Но это говорит о том, что ты влюблена на самом деле. Да, я этого не скрываю. Просто я Так каждый раз не знаю, как о нем говорить. Говорить, что я не буду о нем говорить, наверное, странно. Ну, как бы, если ты мне задаешь вопрос, ну, почему я не должна о нем говорить, ты знаешь о том, что у нас там отношения. Но когда я говорю о нем, я каждый раз про себя думаю, вот я сейчас о нем говорю, он это посмотрит и скажет, обязательно было это говорить? Чем на самом деле мужчины отличаются от женщин базово? О, как бы это ужасно ни звучало, мы выносливее во многократном, чем мужчины. Мы все еще должны что-то выносить. И это неизвестно, когда это кончится. Мужчины в большинстве своем не знают, что это такое, а мы знаем. Если бы ты выбирала, кем бы ты родилась, мужчиной или женщиной? Несколько лет назад я бы тебе ответила, что только мужчиной. Только мужчиной. На сегодняшний день, почему, наконец, я чувствую себя максимально счастливой и отчасти свободной, потому что я чувствую себя прям женщиной. Несколько лет назад были еще какие-то терзания, комплексы, была какая-то неуверенность, была какая-то вот эта борьба за несправедливость, да почему надо все время что-то доказывать. Сейчас я успокоилась, я стала спокойней, степенней, рассудительней, опытней. Мне нравится быть женщиной. Еще несколько лет назад... Это с внешним видом связано? Нет, это вообще нет. Хотя, мне кажется, мужик из меня классный бы получился. Как ты думаешь, могла бы быть президентом России женщина? Да. Ты бы хотела? Я быть президентом? Боже упаси, ты что? Нет, конечно. Нет. Каждый должен заниматься... Это... Знаешь, вот для меня есть ряд неблагодарных профессий и должностей. И это вот такое звание, очень неблагодарное. Потому что никто, кто сидит на этом стуле, не хочет быть президентом. Мне кажется, что в этом проблема. Ты меня, как бы, ты хочешь, чтобы я... Сказала «да». Да? Проблема ровно в этом. Нет, ну, слушай, если бы я была образованным, начитанным, умным, сознательным человеком,
Ну, я хороша немножко в другом. Но если бы я в этом разбиралась, возможно, А мы знаем одну страну, в которой человек из КВН шагнул в президенты. У него была очень крутая предвыборная кампания. Я думала, ты скажешь жена. И жена. И жена. Жена у него, кстати, пушка. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Все зависит от того, в каком я статусе нахожусь. Мама я 3 или 2 или 1 замечательных ангелочков. Какая на мне ответственность? Если я сама за себя, то я за справедливость. Если мои действия и мои убеждения не наносят никакой ущерб моим близким, я за справедливость. Если я понимаю, что существуют риски, я за милосердие. Правда или безопасность? То же самое. Свобода или стабильность? Все больше склоняюсь к свободе. Карьера или любовь? Обязательно надо выбрать. Можешь выбрать 2. Если то, чем ты занимаешься, и для тебя это имеет большое значение, и любимый человек просит тебя этим пожертвовать, ни о какой любви не может идти речь. Я никогда не попрошу любимого человека пожертвовать тем, что для него ценно и важно. Это абсолютная несправедливость и губительно для отношений в будущем. Поэтому нельзя разделять. Если твоя карьера страдает из-за любви, значит, есть проблемы в любви. Если твоя любовь висит на волоске из-за карьеры, значит, тоже что-то не так. Класс, спасибо. Все. Заставка. Надо все-таки Анастасию Лучкову позвать. Да блин, меня с ней сравнивают. Да ладно. Да, я все время нет-нет, да и до ноги задираю. Они у меня затекают, понимаешь? Я реально вот так сижу, ты видишь, я меняю позу. Я опять не знаю, как сесть. Так сяду. Ну, конечно, ты отрастила себе такие ноги. Затекают ноги. Да я еще, блин, зачем ты на каблуки встала? А в самолете ты что, ты не понимаешь? Как только я уже не летала, это просто для меня, чудовищно. Какой ужас. Я все время как скрюченная бабка, блин. А потом, понимаешь, мы поднимаем тему иджизма, а я хожу как бабка по жизни. Ходила бы с прямой спиной, вообще вопросов не было. Иди с прямой спиной. Вот выходи Все, так из кадра. я ушла. Из серой студии я выхожу, обратите все внимание.